Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я с огромной радостью и гордостью сообщаю вам о победе в деле, которое рассматривалось в административном суде София-Град. 18 февраля 2026 года суд полностью удовлетворил жалобу и отменил незаконный отказ дирекции социального Поморье в выдаче семье единократного пособия для ученика в размере 300 левов. Сейчас я вам продемонстрирую первую страницу этого решения. Вот, видите, номер 6639, выметано народа, административный суд София-Град, 3 отделение, 79 состав, судебное заседание на 16 февруаря 2026 година в состав. Судья Николай Димитров. Пресс-секретаря Дисислава Симеонова как-то разгляда докладывано от судья Николай Димитров, административное дело номер 2025-7010713205 за 2025 год и досе произнесе взе предвид следното. Производство передано член 145 и следующий от административно-процессуальный кодекс АПК во врезка с член 10 АО 6 от законности за семейной помощи за деца ЗСПД. В общем, это шапка решения. Здесь говорится, что это решение принято 18 февраля по заседанию от 16 февраля в составе судья, секретарь и по производству в соответствии со статьей 145 Административно-процессуального кодекса Республики Болгария, в соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона о семейной помощи детям. Перейдем к резолютивной части, самой важной. Вот она перед вами. Значит, суд мотивирован от горната реши. То есть, в соответствии с вышеизложенным принял решение. Первое. Отменя заповедь ЗСПД /Д АП 5039 от 4.11.2025 на исполняющего обязанность дирекция социального подмогания Поморье. Ну, то есть приказ отменен. Он состоял в отказе в выплате 300 левов. Испраща приписка-то на директора, на дирекция социального подмогания Поморье за новопроизнесение по заявлению декларация номер ЗСПД ДАП 5039 13.10.2025 и определя на основании статьи 174 АПК 14-дневный срок за издавание на административный акт след получавания на настоящее решение. То есть дирекция в данном случае в соответствии с этим решением обязана в течение 14 дней после получения решения заново рассмотреть заявление и выплатить пособие на ребенка, который учится во 2 классе. И теперь давайте подробно разберем, что же именно установил суд по фактам и на чем основывался. Перейдем к фактической части решения. Суд установил следующее. Значит, от подателя жалобы
в качестве законного представителя ребенка подано заявление номер такой-то 13.10, в соответствии с чем на основании статьи 10а пункта 1 закона ЗСПД поискана отпускання на единократна помощь за ученицы, записані в 1, 2, 3 и 4 класс. В заявлении є посочено, че другий родитель на дитета с настоящий адрес и адрес места проживания второго родителя. Значит, кроме этого, липство дані к заявлению тогда приложена служебная бележка от соответственно училища, от кое-то видно, че ребенок є записан като ученик в 1, 2, 3 или 4 класс за учебно 2025-2026 год. Вот приложена справка, да, о том, что ребенок учится в школе. По поводу заявления была извършена служебная проверка. Это суд устанавливает. Какая-то было установлено, че жалбоподателят има постоянен адрес, населенное место и няма дані за настоящий адрес на территории это страната. Вот суд установил, что постоянный адрес у подателя жалобы есть, а настоящего адреса нету. 16 октября 2025 года ДСП Поморье изготовило уведомительное письмо, с което на жалбоподателя указано да предприеме действия по отстраняванию на нередовность, а именно 14-дневен срок до извърши регистрация на настоящий адрес, соответственно, община. На 17.10.2025 года письмо-то вручено лично на жалобоподателя. То есть жалобщика Поморье уведомила, чтобы тот устранил, так сказать, несоответствие, недостатки в 14-дневный срок, а именно произвел регистрацию своего настоящего адреса в соответствующей общине. Идем дальше. Впоследствии была издана заповедь 4.11, уже 4 ноября, исполняющим обязанности директора дирекции социального подмагания Поморье, с което отказано отпускание на единократно месячную помощь за ученицы, записанные в 1, 2, 3 и 4 класс на основании статьи 10а пункта 1 закона за семейной помощи за дитя и статьи 5 пункт 2 от правилника за прилагание на закон о социальной подмагании за дитя. Вот. Мотивите за постановление на оспоренную заповедь все свежда доследната. То есть суд устанавливает, что 4 ноября директор издал заповедь, в соответствии с которой он отказал в выдаче помощи на основании перечисленных статей и таким образом отказал в выдаче этой помощи, поскольку на его взгляд не были устранены недостатки, то есть 14-дневный срок не произведена регистрация по настоящему адресу, и также на основании статьи 3 закона о социальной помощи детям, поскольку ребенок, дитя-то не болгарский гражданин, то есть поскольку ребенок не гражданин Болгарии. Что же суд установил дальше? В ходе судебного производства были представлены дополнительные письменные доказательства уже в ходе суда, а именно регистрационная карта на чужденец предоставлена временно закрыла майка на детето,
то есть закрыла матерь. В кои-то посочен настоящий адрес места проживания матери и ребенка. И служебная бележка, то есть справка с исходящим номером от 21 ноября 2023 года, которая удостоверяет в уверении на того, чей ребенок живее с родителей на адрес и был указан в справке адрес. Также была подана копия ученической личной карты, вот, из выданной училищем, то есть средней школой. Вот. Также удостоверение о родственных связях отца, матери и дочери. Также копия личной карты, то есть паспорта жалобоподателя, из которой видно, что он зарегистрирован по постоянному адресу в указанном городе. И также удостоверение, то есть свидетельство о рождении ребенка. С оглед установлено, фактическая страна суд праве следните прав не изводи. То есть, исходя из установленного, суд делает правовые выводы. Жалоба е подадена в срока по член 149 ал.1 от АПК от надлежащая страна при наличии на правен интерес, поради кое-то сыщата се явява допустимо за разглеждание. То есть жалоба подана в срок, суд устанавливает соответствующий законодательству, и поэтому жалоба имеется в виду на отказ, да? И поэтому она допустима к рассмотрению. Суд прямо констатировал, что ребенок фактически реально проживает в Болгарии, учится во 2 классе, семья предоставила все необходимые доказательства в суде, и далее правовые выводы, которые сделал суд четко и ясно. Значит, разгледана по существу жалоба-то є основательно по следните соображения. То есть жалоба имеет правовые основания по таким вот соображениям. Распоредба-то на член 10а АО1 от ЗСПД предвижда, че на семейство чьи-то деца созаписаны в 1 класс или созаписаны или продолжават обучение то си во 2, 3 и 4 класс на училище, се отпуска единократно помощь за покривание часть от расходите в начало-то на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Вот, то есть суд цитирует буквально статью 10а, пункт 1 Закона о социальной помощи детям, который, значит, устанавливает, что семейства, дети которых записаны в 1 класс, продолжают обучение, во 2, 3 и 4 классе, им отпускается ежегодная единократная помощь для покрытия части расходов в начало каждого учебного года, при условии того, что ребенок постоянно живет в стране и не проживает отдельно от семейства. В законова-то распоредба липства изыскания законнее представительно детета даясь настоящий адрес в определенном населенном место держава. Изысканное детета доживее постоянно в страната. Именно того обстоятельства следва да буде установлено от ДСП Поморье, а не наличие то на настоящий адресное заявителя. В тази връзка изводно-административное орган, чие било на лице нередовность в документите, свързана с липсата на настоящий адрес на заявителя, кое-то на основании член 5 ал.1 от ППЗСПД указано, да се отстрани незаконосообразен. Още повече, че видно от събраните в судебното производство доказательства, се установя настоящий адрес на другие
законен представитель на детето предвид, установена незаконосообразность на указанието за отстраняване на нередовността, то и посоченото основание за издаване на оспорената заповедь по член 5 АЛ2 от ПП ЗСПД се явява незаконосообразно. Здесь говорится о том, что в соответствии с указанным законом ДСП Поморья должна была установить настоящий адрес заявителя, а не требовать от него предоставить документы о его настоящем адресе. И поэтому вот то, что ДСП Поморья посчитал нередовностью, то есть недостатком документов, удостоверяющим настоящий адрес, это требование незаконное, да, то есть они не имели права требовать от заявителя предоставить документы о настоящем адресе, а заняться самостоятельно фактически установлением фактического проживания жалобоподателя. Вот. Кроме того, еще из заявления видно, что другой законный представитель ребенка, то есть мать ребенка, она предоставила такие документы о том, что действительно проживает по указанному адресу вместе с ребенком. Поэтому это требование о предоставлении, устранении недостатков является незаконными. Так определил суд. Далее суд указал на нарушение также принципа служебного начала. Вот тоже интересный момент. Вот он здесь перед вами. Следва сыщет така да се посочи, че в нарушении на принципа на служебното начало визиран член 9 АЛ2 АПК орган не собрал относими за правилното решаване на конкретния спор доказательства довело до издаването на акт при неизъяснена фактическа обстановка. Член 36 АЛ1 АПК императивно се вменява задолжението на административния орган служебно да събира доказателства за изясняване на фактите и обстоятельствата по поставения за разрешаване пред него въпрос. В случае при обсужданията на релевантните за случая въпроси изобщо не изследвано законовите изисквания детето да живее постоянно в страната и дали е записано в 1, 2, 3 или 4 клас на съответственото училище, доколко представената от административния орган приписка липстват такива доказательства. Значит, в чем же нарушение принципа служебного начала, установленного судом? Значит, дело в том, что ДСП Поморья, он должен был самостоятельно определить фактическую обстановку и служебным способом собирать доказательства, которые проясняют факты и обстоятельства для принятия решения по поставленному перед ним вопросам, то есть заявлениям. То есть и в чем эти обстоятельства в соответствии с решением состоят. То есть первое обстоятельство – это живет ли ребенок постоянно в стране, и второе – записан ли ребенок в 1, 2, 3 или 4 класс соответствующее училище. Все, два факта. Никакого настоящего адреса, там родителей, ничего такого. Живет постоянно в стране и записан в 1, 2, 3 или 4 класс. Вот что разъяснил суд. Далее по поводу гражданства ребенка. По поводу гражданства.
суд пошел дальше еще, да, он применил в данном случае Конституцию страны и также нормы международного права. В решении записано: относно посочено-то в заповедь-то основания член 3, 3 от ЗСПД, детето не болгарский гражданин, суда взят предвид следно-то. То есть относительно того, что в выплате пособия было отказано в связи с тем, что ребенок не является болгарским гражданином, суд разъясняет следующее. Спорит член 47 ал.1 от Конституции, это отглеждано на децата до полнолетия им все подмога от держава-то. С распоредба-то на член 51 ал.1 прогласено право-то на гражданите на социальное подмагание. В член 27 1 от конвенции это за права-то на детето предвидено, че державите странен по конвенции признават право-то на всяко дете на жизненный стандарт, соответствующий на нуждите на неговото физическое, умственно, духовно, морально и социально развитие, а в 3 че державите страни по конвенции это в соответствии с национальными условия в рамки на свои возможности предприемать необходимые мерки с целью да подмагать родителей и другие лица отговорные за детето да осуществявать того права и в случае на нужда предоставят материал на помощь программе за подмагание, особенно по отношению на исхранывание то, облекло то и жилище-то. Поэтому Конституция охватывает право на образование как социальное право. То есть о чем же здесь опять я поясню по-русски. Значит, в соответствии с Конституцией декларировано право граждан на социальную помощь и надзор за детьми до их полнолетия, значит, осуществляется с помощью державы. То есть держава помогает присматривать за детьми. Вот. И также по конвенции прав ребенка говорится, что державы, страны конвенции признают право любого ребенка на жизненные стандарты, соответствующие нужды физического, умственного, духовного, морального и социального развития. И таким образом предпринимают необходимые меры с целью помогут родителям и другим лицам, которые ответственны за ребенка, осуществлять это право в случае необходимости, предоставляют материальную помощь, программы помощи, особенно по отношению питания, одежды и жилища. Болгарская конституция охватывает право на образование, то есть считает право на образование правом социальным. Дорогие друзья, суд не просто отменил отказ, суд дал четкое толкование закона. Главное, ребенок живет в Болгарии и учится в Болгарии, и поэтому не важна формальная регистрация адреса у родителя. Вот о чем сказал и разъяснил суд. И из-за отсутствия регистрации родителя по настоящему адресу нельзя было отказывать в выплате пособия. Значит, это, друзья, настоящая победа для всех смешанных семей и семей с временной защитой. Если вам тоже отказали в пособии для ученика, в любой другой социальной помощи, пишите в комментариях или на электронную почту. Разберу вашу ситуацию бесплатно и в первом сообщении. Ставьте лайк, если вы рады этой победе вместе с нами. Подписывайтесь, включайте колокольчик. Здесь
только реальные судебные победы и четкие разъяснения закона. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч и новых побед. До свидания.